О том, какой народ впервые поставил юрту, ученые спорят до сих пор. По одной из версий, юрты — это жилища древних людей Урала в Сибири и Средней Азии, появившиеся в бронзовом веке. Но их варианты этой конструкции похожи на бревенчатые хижины, то есть сильно отличаются и от чума, и от тех юрт, которые дошли до наших дней. А вот жилища кочевников, живших на той же территории позже, в III-V веках, практически такие же, как сегодня. Достоверно известно, что юртами пользовались хунны, тюрки, монголы, казахи и туркмены, но у каждого народа были свои варианты. Слово «юрта» пришло в русский язык от тюркского «юрт». Первоначально это слово переводилось как «народ». Позже так стали называть жилища кочевников народа, пастбища и даже родовые земли. В кыргызском языке есть слово «атажурт» — «отечество» или «родина», но буквально это словосочетание переводилось как «отцовский дом». Классическая юрта имеет сборный каркас и, в отличие от чума, покрыта войлоком. Здесь также есть отверстие-дымоход для освещения и вентиляции. Это переносное жилище хорошо сохраняет тепло и легко проветривается. Это куда важнее, чем сопротивление морозам, ведь народы, использующие юрту, живут куда южнее. А какое из жилищ кажется интереснее вам? Пишите ответы в комментариях, а если вы пропустили предыдущую часть, где мы рассказывали про устройство чума, переходите по ссылке в описании. В основном используют такие жилища степные кочевники. Материала здесь больше, чем в тундре, поэтому основу стен делают в виде решетки. Она называется кереге и служит скелетом, удерживающим войлок на стенах. В степи намного теплее, поэтому юрта ставится прямо на землю. Но из-за ее формы и использования жестких стенок надо выбирать ровную горизонтальную площадку. Юрта — уникальное жилище, прекрасно приспособленное к суровым условиям резко континентального климата. Летом, когда царит жара, в юрте прохладно, зимой тепло и уютно. При этом, как и чум у ненцев, юрта не просто дом. Это одновременно храм и модель мироздания. Квадратные переплетения решеток символизируют связь с родной землей, взлетающие вверх жерди — восхождение человеческого духа, а кольцо является символом солнца и вечно синего неба. Ученые утверждают, что кочевники, жившие в степях, выбрали круглую форму, потому что она имеет наибольшую сопротивляемость ветру. Именно такие жилища могли выстоять в любой ураган. А физики и строители доказали, что круглые здания не только наиболее устойчивы, но и гораздо вместительнее своих четырехугольных собратьев. Существует строгий этикет, связанный с юртой. Например, подъезжать к такому жилищу всаднику следует с тыльной стороны. Входить внутрь с плеткой в руке гостю нельзя, как и с набитым ртом. Пришедший в юрту обязательно должен отведать в ней пищу. В помещении нельзя сидеть, опираясь на что-то спиной. Это поза больного человека. А еще не слишком вежливо сидеть на корточках или вытянув ноги вперед. А какие интересные обычаи малых народов знаете вы? Расскажите о них в комментариях под видео. Не забудьте подписаться на наш канал и активировать колокольчик. Ведь впереди у нас еще немало интересного. Например, история о том, в каких домиках живут чукчи и как эти жилища связаны с постройками индейцев. Предлагайте свои темы для наших будущих выпусков. Мы обязательно выберем самые интересные. А с вами был канал Ямал Медиа. До новых встреч!